Хочу вам показать вот такую вот технику на базе Volvo. Значит, я так понимаю, это очиститель рельсов в зиму. Вот в Швеции это значит я нахожусь. То есть на колесах стал на рельсы, опустил специальные приспособы под рельсы и поехал по рельсам. Вообще удобно, мне кажется, было бы классно, чтобы на всех легковых такое было. Ну ладно, это я прикалываюсь. Вот, в общем, решил вам показать такое вот чудо техники. Я, если честно, раньше не встречал подобного. Вот, ну а я же гружусь досками. Погода мрачная, туман, дождь. Видите, снег когда-то падал, но растал, как будто сейчас весна. Да, вот 29 тонн досок. Сейчас я дозакрепляю все ремни и тронусь на выгрузку. До выгрузки мне 1200 километров. Всем привет! И значит, у меня вот мои такие изменения. Поменял я тягач. Как видите, у меня теперь белая, хотелось бы сказать и пушистая, но не пушистая, морда стала. И номер у меня слегка поменялся на LOV 653. Вот так. А так, в принципе, та же самая Volvo, 500 лошадиных сил, трехосная. В общем, пробег только на 20 километров. На 20 тысяч, точнее, был меньше. Вот. Какие новости? Значит, и почему я, и как я попал в черный список. Вот. В общем, поменял я и тягач, и прицеп. Когда я его поменял, я сразу проверил резину, и резина мне не понравилась. Ну и давайте я вам буду показывать, чтобы вы понимали, о чем я вообще говорю. Итак, резина стоит вроде бы все здесь по знакам, все нормально. Где у нас тут эта снежинка? Где-то была она, я видел, вот она снежинка, МС, все дела. Но видите, что это за протектор? Это не для зимней Норвегии. Задняя то же самое, то есть без изменений, что было там, что тут. То есть это тоже не протектор для зимы. Я пожаловался главному механику, говорю, что это вы мне за говно. Машина выехала с базы недавно, а вы мне тут такое подсовываете. Вот, на что мне ответили, что это зимняя резина. Вот, ты просто неправильно посмотрел. Я говорю, мне и смотреть не надо. Я прекрасно знаю, какая должна быть резина и какой должен быть протектор для зимы. Ну, в общем, на этом и все. Сказали, тебе хватит доездить 2 недели. Ну, окей. И потом, как выяснилось, точнее, только сегодня уже это выяснил, что они, получается, поставили пометку мне, и поэтому я езжу мимо снега. Вот так. То есть я единственная машина, которая у моего менеджера, которая стоит с пометкой, что у меня плохая резина. Ну, как бы в этом плане, фирма свое отыграла нормально. Поэтому меня не отправляют ни на север, ни куда-то еще в более глубокие какие-то горы. Вот, вот такие вот дела. И хотел вам похвастаться новым прицепом. Прицеп абсолютно нульцевый, приехал с базы. Он даже мусора не возил, прикиньте, ни разу. То есть, конечно, он у меня уже грязненький. И хотела похвастаться, что на нем, он так как новый, ни одного, нету пореза. Вообще все супер. И как только я придумал эту идею, мне порезали ночью тент. Вот, поставили вот такую вот улыбочку. Ну, в общем, это как бы стандартная, как-то поудобнее вам, стандартная схема. Порезали не только меня. В общем, я, наверное, вернусь на ступеньку. Порезали не только мне тент, порезали всем машинам, которые стояли рядом. Машин 10-15, я точно не знаю. Кто это порезал? Мое личное мнение, здесь не пахло никаким, кто-то что-то хотел украсть, ни какими-то малолетками там этими с непонятных стран. Это кто-то из водителей. Кто-то недовольный, приехал ночью на стоянку, не было места, и он прошелся по ближайшим тентам и поставил улыбки. Ну, у меня других версий нету. Напишите ваши версии в комментарии, что вы думаете о таких порезах. То есть, чтобы все понимали, кто вообще не связан с перевозками, порез на тенте
в 2021 году это норма. Если прицепу больше полугода и на нем нет порезов, значит этот прицеп стоит в гараже. Реально так и есть. По всем странам это относится, по всем странам. Ну, единственное, реально, в Норвегии я ни разу не попадал, чтобы мне порезали тент. Никогда мне не резали. Кому-то, может, резали. Тоже напишите в комментариях и напишите, если кто будет меня смотреть, кто работает, в какой местности это произошло. Вот такие вот дела. И мне осталось 1,5 недели до отпуска уже. Вот, поэтому скоро я уеду домой. Но пока не об этом. Пока вот о таких изменениях и почему я не вижу снег. Ну и, ребята, следующее видео будет небольшая, точнее, экскурсия по туристической дороге. Это 7-я будет дорога, но 7-я не для грузовых, а которая для туристов, для легковых. Это будет у нас Харданген-фьорд. Надеюсь, я правильно произнес его название. В общем, там без моего участия вид, как всегда, с лобового стекла. Красивая дорога, пейзажная. Это один из самых длинных фьордов в Норвегии. Один из, но не самый. Вот, поэтому будет интересно. И посмотрим, чем же все-таки закончится мой этот длинный рейс. Поэтому всем удачи, пока. Итак, надо мне припарковаться вон туда как-то. Красиво поставить прицеп с машиной. И задумка была выполнена. Не идеально, но вполне нормально. По бордюрам я никаким не ездил. Красивенько вот так вот я стал. А стою, пришлось мне заночевать сегодня в таком вот старинном городке. Стандартном шведском. Есть туалет, вода, поэтому я здесь и остался. Не хотелось мне стоять в кустах, в лесу каком-нибудь. Потому что неизвестно, во сколько мне и когда ехать. Да, есть еще второй здесь туалет в виде такого прицепа. И сейчас мы с вами чуть-чуть туда подальше пройдем. Тролль собственной персоны. Но это, видно, злой персонаж. Карта с местными достопримечательностями. Я, если честно, даже я не смотрел. Я не смотрел в гугле, что здесь и как называется, поэтому просто вам картинки покажу. Туда, естественно, теперь не пойду, но вот такой вот интересный домик. Ну а тут какой-то парк. Какой-то парк обычный. Ну и как видите, пешком можно идти 44 километра отсюда. Мы здесь. Ростанга. Вот такой вот у меня вечерок вышел.